История следующая. Сначала расскажу предысторию. Значит, в далекие советские годы практически не было никаких гебраистов, только в Петербурге странным стечением обстоятельств в библиотеках и в научных исследовательских институтах было несколько людей, которым было официально разрешено вот заниматься иудаикой или гебраистикой. И я был одним из этих счастливцев, хотя судьба моя была очень странна в глазах и Комитета государственной безопасности, и руководства Академии наук и библиотеки, но тем не менее факт был фактом, я был официальный хранитель еврейского фонда Академии наук СССР. Достаточно молодой мальчишка. И вот мы получили сначала 2 звонка мы получили. Один из Львова, а один из Сталина. С примерно одинаковыми вопросами, что мы и там в одинаковых местах, то есть в подвалах церквей. Но во Львове это был костел, а, скажем, в Таллине это был подвал, если вы помните, Большого собора Александра Невского, да, который на Вышгороде стоит. И там мы нашли книги на непонятных языках, на непонятном языке, какими-то крючками написанные. И, как сказала чудесная девушка, которая звонила из Львова, мне интуиция украинки показывает, что это жидивские стародруки, сказала она. Ну, жидивские стародруки, чудесно, значит. И меня отправили реально в командировку, значит, и туда, и туда. Это было очень интересное время, и совершенно уникальная была ситуация, потому что никто никаких евреев официально не видел. Какого-нибудь гебраиста вообще никто не видел. Меня поселили в гостинице интуриста. Вот. При мне говорили, что приехал людина с Ленинграда, робит жидивский стародруки, и все так было почетно. И меня действительно свели туда, в подвал. Вот эту историю я описал, которую я вам рассказываю. Я увидел картину, которая меня поразила на всю жизнь. Туда свалили, в этот подвал, все ненужные пласты культуры, которые находились вот в этом советском, в тот момент нищем, без воды. Ко мне все коллеги ходили мыться, потому что воды во Львове не было вообще, а в интуристе была. Культуры. И больше всего меня поразила сваленная статуя Господа нашего Иисуса Христа, распятого, как положено у католиков. Она была свалена на пол и завалена свитками Торы. Полностью. Значит, были видны только конец ног и голова. Он просто был завален свитками. И я там стою один и говорю ему, значит, мы с ним разговариваем, никого больше нет. Я говорю: Господи, вот как мы будем это толковать? У нас есть 2 варианта. Первый вариант, можно сказать, что мы все-таки вас победили, что Старый Завет завалил Завет Новый, и не помогло вам. Вот пойдите, посмотрите на Нотр-Даме, старая церковь и новая церковь, да, старая какая-то убогая, перекошенная, а новая красавица. А вот у нас, смотрите, ничего у тебя не получилось, наши свитки тебя придавили, и встать ты не сможешь. Это один вариант. Потом я говорю: ну есть и второй вариант. Смотри, вот эти сволочи, большевики, нагого тебя бросили здесь в подвале гнить в холоде страшном собачьем. И единственный, кто прикрывает твою наготу, это Писание еврейское. Вот это пятикнижие, которое закрыло тебя полностью и дало тебе вот дожить. Ну и ладно, и хорошо, действительно, там оказалась куча совершенно еврейских книг, которые включали несколько, 6, по-моему, палеотипов, то есть книг, напечатанных до 1550 года. Это совершенно необычное открытие, и я там все это описал, на украинскую мову меня перевели, ввели в научный оборот. Я совершенно не про это рассказываю. Там никакого про эксклибриса не было, даже не было их. А дальше я переехал в Таллин. И в Таллине была другая ситуация. Там довольно аккуратно эти книги стояли, тоже в подвале, их никому не выдавали, но тем не менее они их как-то там поставили, обтерли от пыли. Эти книги были очень странными. Они были совершенно разными. От художественной литературы на идыше до рукописей и старопечатных книг. Но они имели все один и тот же эксклибрис, один и тот же штамп. И это был штамп городской библиотеки города, сейчас как университетский город в Эстонии?
Тарту, да. Тартовской городской библиотеки. Причем штамп стоял на немецком языке. Я вообще занимался историей книги много, историей коллекции. Я вообще примерно знал, между прочим, что находилось в Тартовской библиотеке. Там близко таких книг не было. Это было очень странно. Я совершенно не знал, что с этим делать. И они нашли старого какого-то библиотекаря и сказали, что вот этот самый, который приехал из Ленинграда, он что-то не понимает. И он мне рассказал удивительную историю. Он мне рассказал, что когда началась оккупация фашистская, когда стало понятно, что евреев убьют, то дяденька приехал со штампом библиотечным и ходил по еврейским домам и штамповал их частные книги, потому что немцы народ законопослушный. Если стоит государственный штамп, они эти книги не уничтожат, а отнесут в государственное хранилище. И вот эти люди, которые заведомо шли на смерть, понимали, что им надо спасти эти книги. И они давали проштамповывать свои частные книги в надежде, что вот этот эксклибрис, этот штамп спасет эти книги от гибели. Он их при советской власти не спас от забвения, но от гибели он их спас. Потому что времена поменялись, и сегодня наверняка эти книги, если не описаны, то, во всяком случае, из подвала их уже и при мне, собственно говоря, вытащили и там где-то расставили. Но вот для меня это на всю жизнь был удивительный совершенно пример, как вот этот как бы невзрачный штамп на самом деле может сыграть такую невероятную, судьбоносную, решающую роль в истории книжной культуры, на которой, собственно, еврейская культура и зиждется. У нас ничего другого до образования государства Израиль, как известно, не было. Землю мы не пахали, а писали книги.